Привет, друзья, с вами Лада. Это первая часть видео по плетению из газетных трубочек кое-кого интересного. А кто это будет? Попробуйте угадать. Обязательно пишите в комментариях ваши варианты. Ну а я приступаю к плетению. Материал, из которого я это чудо буду плести, это газетные или бумажные трубочки. Их я кручу сама на тонкую спицу из чистой газетной бумаги и обрабатываю, чтобы в плетении они были мягкие, податливые. Я эти процессы подробно описывала в отдельных своих видео, ссылки оставляю в описании, заглядывайте туда. Начинаю я плетение с обычного круглого дна. Здесь я беру 4 трубочки, делю их на 2 части и выкладываю крест-накрест 2 на 2 и начинаю 2 другими трубочками оплетать всю эту получившуюся конструкцию веревочкой в 2 трубочки. Первый ряд я оплетаю по 2 стойки, по 2 трубочки вместе, а уже на втором ряду я эти двойные стойки разъединяю и оплетаю уже по одной. В своих видео я очень подробно стараюсь показывать все эти моменты плетения конкретного изделия от А до Я, потому что очень многие начинающие меня смотрят и хочется им показать, как плетется это изделие, принцип плетения показать, и чтобы им все было понятно. Ну а если вы уже не начинающие, эти моменты плетения вам ясны, то вы можете перемотать видео вперед. Но все-таки я это делать вам не советую, иначе вы совсем не погрузитесь в эту волшебную атмосферу создания, творения этого чуда. Как только я оплела 3 ряда по одной стойке, я сейчас остановилась, и сейчас я добавляю дополнительные стойки к уже имеющимся стойкам. Для этого я беру трубочки, срезаю у конца буквально 1 сантиметр наискосок, как на видео, и ножничками расширяю место, куда мне их нужно вставить, и вставляю в это место. Итак, у нас появились двойные стойки. Сейчас я еще плету 3 ряда веревочкой в 2 трубочки, оплетая двойные стойки. И уже на 4-м ряду я разъединяю эти двойные стойки по одной и оплетаю уже по одной. По одной стойке я оплетаю буквально 2 ряда. И в общей сложности у меня получается 9 рядов. Донышко готово. Сейчас я переворачиваю дно лицевой стороной вниз, и на меня будет смотреть изнаночная сторона. И начинаю плести стенки. Здесь я плету не по форме, мне так удобно, но если вам сложно выдерживать форму, то я все-таки советую плести по форме, и тогда вам будет очень легко это делать. Обязательно следите за стойками, чтобы они прямо вертикально располагались. Ну и сейчас я плету первый ряд, аккуратненько стоечки поднимаю, буквально на 45 градусов, и оплетаю их. Первый ряд это всегда нелегко, поэтому на этом этапе вам нужно быть предельно внимательными, аккуратными, осторожными и не нервничать, это самое главное, потому что именно плетя первый ряд, кажется, что все в хаосе, такой беспорядок, стойки торчат в разные стороны. Вот именно когда вы плетете первый ряд, обязательно следите за стойками, направляйте их, дайте им понять, что вы от них хотите. Если вы их оплетаете под каким-то углом, оплетайте это уверенно, оплетайте плотненько и, конечно же, аккуратно. Здесь уже в этом кадре вы видите, я поставила грузик, такую стеклянную прозрачную вазу на дно, ну, чтобы эта конструкция вся держалась. В принципе, можно и форму утяжелить как-то или что-нибудь положить, но тут уже как вам удобно. И я сейчас продолжаю плести стенки, продолжаю стойки не ставить просто вертикально, а немного их начать приподнимать, как бы расширяя плетение. Но здесь у меня, я бы не сказала, что получается такой прям пузатик, но что-то такое пузатенькое здесь явно прослеживается. На моем канале есть много видео по плетению пузатиков. Принцип плетения пузатых или около пузатых изделий приблизительно следующий. То есть сначала вы плетете на расширение, раздвигая стойки, затем вы останавливаетесь на том уровне, на котором вам достаточно это расширение, и закрепляете результат 2-3 рядами, и далее вы идете на сужение, то есть уже постепенно сдвигаете стойки к центру. Конечно, этот принцип плетения немного варьируется в зависимости от размеров изделия. Если изделие слишком большое, то и рядов там на расширение и на закрепление чуть побольше понадобится, но принцип он достаточно универсален. Если вам сложно определить, что же у вас в итоге получается, потому что глаз замыливается бывает, отойдите на некоторое расстояние, посмотрите, что у вас получается, довольны ли вы результатом, довольны ли вы тем пузатым изделием, которое у вас получается. Если что-то не так, ну, немножечко распустите и
уже направляйте ваше плетение в то русло, в которое вы решили. Это очень помогает либо на расстоянии посмотреть, либо посмотреть на ваше изделие в зеркало, либо сфотографировать его, и уже на фотографии тоже видно, кстати, куда, в каком направлении вы движетесь. Ну вот как раз в этом кадре я показываю, что у меня сейчас получается. Я проплела где-то около 5-6 рядов, я точно уже не считала, но я смотрю по высоте. Если меня высота устраивает, то окей. А сейчас уже в этом кадре он длился у меня 10 минут. За 10 минут я практически сплела всю высоту моего интересного чуда, можно сказать так. И вы за это время видите, как менялась форма, как я сужала, расширяла и так далее, и так далее. Это очень интересно. Я ускорила, конечно, этот момент, потому что ну, в замедленной съемке не так интереснее смотрится, согласны? А в этом кадре я показываю следующее. Так как стойки у меня все разные по своей длине, то есть 8 есть длинных, 8 коротких. И именно короткие я сейчас удлиняю, то есть подставляю новые трубочки за этими короткими. И я продолжаю плести, но здесь мне осталось буквально немного проплести рядов. И здесь я не иду на расширение, не иду на сужение. То есть я фиксирую тот уровень, который у меня получился на этом этапе, и на этом уровне я плету, то есть стойки у меня идут как бы вертикально. Здесь я не считала точно, сколько рядов у меня проплетено, когда я шла на расширение, на сужение, и сейчас, когда я фиксирую вот этот уровень. Если вам интересно, я обязательно посчитаю, и в описании оставлю информацию. А еще здесь у меня не показан момент, как я прячу рабочие трубочки, потому что в этом изделии я их никак не прячу. То есть я их срезаю за стойкой, за следующей, и вот в следующем кадре вы сейчас будете видеть, как я делаю загибку этого изделия. А загибка здесь будет очень простая. Я беру каждую стойку, сгибаю ее так, как на видео, и прячу в то место, откуда исходит следующая стойка. Здесь, конечно, нужно быть аккуратным с этой загибкой. Мне многие пишут, что у них она не получается, трубочки махрятся или не могут вставляться как нужно. Я скажу так, что трубочки здесь не должны быть у вас слишком увлажнены, то есть они у вас должны быть до такого состояния доработаны, что когда на сгибе у вас не появляется трещин и заломов, но при этом они как бы немного слегка суховаты. Вот именно в такой кондиции они очень хорошо убираются внутрь, они не махрятся, не заламываются, как вы видите на видео, эффект есть. И в этом кадре я показываю, что у меня случилось с рабочими трубочками. Я их просто оставила, как я уже сказала, срезала наискосок. И сейчас я их просто заправляю назад, внутрь, делаю загибку, а внутри их подклеиваю. Кстати, мне такой вариант прятания рабочих трубочек очень-очень понравился. Единственное, что, конечно, с внутренней стороны эти места, где я их буду подклеивать, они видны. Но в этом изделии это не критично, потому что, в принципе, тут все прячется внутрь, такое тут пространство есть замкнутое. Но на открытой картине, думаю, конечно, лучше их прятать именно так, как я это делаю во всех своих видео. А сейчас я плету одну очень интересную деталь к этой большой детали, которую мы уже сплели. Я беру проволоку, у меня флористическая проволока диаметром 0,95 мм в оплетке. Я разрезаю ее пополам и вставляю в отрезки трубочек, которые выкладываю крест-накрест, и их оплетаю веревочкой в 2 трубочки. Оплетаю где-то ряда 3. В общем, это по сути обычный пиптик или ручка к плетеночке, которую я, кстати, показывала, как делать, как плести. Но здесь я именно в основании трубочек вставляю проволоку. Делаю это для того, чтобы потом зафиксировать все это дело на моей первой основной части.
После того, как я проплела 3 ряда, я рабочие трубочки не прячу к стойкам, я их убираю прямо внутрь в середину моего плетения. Обрезаю стойки, которые, помните, у меня идут с проволокой, а здесь я оставляю буквально 2-3 сантиметра. И сейчас я этот получившийся пиптик или полушарик вставляю в мою основную плетеную часть у основания где-то, и вот с обратной стороны я все это дело закрепляю. А закрепляю я это очень просто. С внутренней стороны я просто эти стойки с проволокой сдвигаю друг к дружке. И вот такое чудо-юдо у меня получилось. Обязательно жду в комментариях ваших вариантов, что это может быть и что будет в ближайшем будущем. А в пятницу выйдет вторая часть, и вы точно увидите, кто это получился. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, и очень надеюсь, что оно оказалось для вас в чем-то полезным. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео в соцсетях, также делитесь видео со своими друзьями, может быть, они тоже заинтересуются этим интересным видом рукоделия, как плетение из бумажных трубочек. Подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение, смотрите другие мои видео мастер-классы по плетению из газет, здесь вы точно найдете что-нибудь интересное, легкого плетения. Вам увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!